Любое определение безусловной любви и любое ее объяснение всегда будет ограниченным, всегда будет недостаточным, как если бы вы прошли это на собственном опыте или стали ею. Любые слова, любое какое-то объяснение не способно передать опыт, никакой опыт. И даже то, что вот я сейчас попытаюсь вам передать, не будет достаточным для того, чтобы ее познать. Не пытайтесь это запомнить, не пытайтесь применять это как объяснение. Это просто указатели, по которым вы можете, когда будете это познавать, если захотите, будете использовать эти указатели. И когда вы ее познаете, вы увидите, как насколько вы больше, чем пытались все это уложить в какое-то определение. Я сейчас вообще, безусловная любовь, это естественное наше ощущение, это естественное наше внутрь, это природа наша. Но так как мы под грузом вот этих программ и социального вот этого шума и социального мусора находимся, мы не ощущаем ее, не способны ее познать. И когда мы хотим ее познать, люди пытаются ее познать умом. Они пытаются дать определение, они пытаются искать через определение, но не могут, потому что ум не способен познать безусловную любовь. И сейчас я сталкиваюсь, опять же, с людьми, которые говорят о безусловной любви, которые, те даже, кто не говорит, они думают об этом. Как хорошо было бы, чтобы с ним рядом был такой человек, который их любит просто так, за то, что они есть, и ничего не требует взамен, и такое понимание с полуслова, и такой full connection между друг другом. И им в свою очередь не нужно ничего доказывать, им не нужно добиваться, им не нужно ничего заслуживать, и они будут такими, какие они есть, и их будут любить с макияжем, без макияжа, полных, стройных, глупых, не глупых, бедных, богатых, просто за то, что они есть, а не за то, что они делают, а не за то, что они должны делать и так далее. Такая позиция, она изначально потребительская. Человек хочет получить, но готов ли он дать? И вот когда человек сталкивается с такой любовью, с человеком, который может ему ее дать, он понимает умом, еще не осознал, он понимает умом, что не выносит, не тянет такие отношения. У него начинают проигрываться различные программы, либо одна за другой, либо все вместе. И он такой посадил себя в некую коробочку, ограничитель, и смотрит и взаимодействует с тем человеком через эту коробку и пытается того же туда посадить. И главное, что вот этот человек с ограничителем, он смотрит на того и видит того ограниченным, тогда как все наоборот. Это все очень интересно устроено и работает. И когда он пытается посадить его в ту коробку и не получается, он начинает раздражаться, злиться, ему не нравится, он считает, что что-то происходит, что неправильно, что так должно быть так, как он хочет, как он видит, как должно быть. И тогда все разваливается, да? То есть человек он борется внутри себя, он борется, и он спорит с тем человеком, и он не может никак с собой совладать. Безусловная любовь становится для него тяжелой. Все равно, что человек пришел в спортзал и хочет тянуть штангу в 300 килограмм. Не тяжелее сумки ничего не поднимал в жизни. И он, поднимая эту штангу, конечно же, не поднимет. Точно так же человеку есть запрос на безусловную любовь. Он чувствует, у него есть вот это ощущение, и у него есть запрос на такую любовь. И когда он ее получает, его эго не может это вынести. Безусловная любовь – это любовь без границ, это любовь без сроков, без ограничений, без условий, без ожиданий, без контроля, то есть, понимаете, да?
То есть вы уже пока это слышали, уже вас, наверное, что-то триггерило, и что-то вы думали, да нет, так не может быть, вот там что-то вот так должно быть, а не может быть без контроля, не может быть без там каких-то условий и так далее. Вот это все говорит эго. И вот когда эго встречается с безусловной любовью, его трясет, оно не может, оно вот прям, его вот трясет так, что вот он, этот человек может вообще просто вот захлебнуться вот в своих программах, да? Но это все он делает, проделывает сам с собой. Безусловно, любовь, она проявляет ему то, что в нем. А он, так как он не осознает, что происходит, он борется внутри себя, и он пытается контролировать, но не получается. Ни один контроль не способен убрать или устранить какие-либо программы. Это снова программа, и снова человек себя находится под прессингом. Безусловная любовь – это сила. Человек, который любит безусловно, его нельзя сломать, его нельзя приручить, его нельзя подчинить, им нельзя манипулировать. Этот человек будет делать так, как он хочет, а не так, как должно быть, а не так, как нужно и так далее. Это не жертвенная позиция. Он принимает человека таким, какой он есть, но при этом он себя не теряет. Он остается в себе, он позволяет тому человеку быть таким, какой он есть, развиваться по его пути. Потому что у него тоже свой путь, и он также имеет право развиваться так, как он хочет. Пожалуйста, он дает ему эту возможность. Но в то же время он не теряет себя. И когда тот человек, он застревает и погружается все сильнее и сильнее, проще его оставить самим собой. И это тоже безусловная любовь. Ты принимаешь его таким, какой он есть, и ты позволяешь ему жить так, как он хочет, даже если он хочет жить с программами, и он хочет жить отдельно. Таким образом, у этого человека есть выбор, условно говоря, да, то есть он может пойти под эго, уйти в свои программы и жить с ними, или выбрать силу, остаться с человеком, и как бы не было тяжело, как бы не было трудно, но заставлять себя, условно говоря, да, заставлять себя работать над собой, потому что безусловная любовь – это работа над собой. Можно все это сделать и разом, но большинство людей не готовы, потому что они держатся за свои программы. Вот когда вы перестаете держаться за них, вы познаете, и тогда этот человек начинает расти, и тогда у него есть все шансы познать себя, познать безусловную любовь, увидеть мир, и в то же время эго, не теряя эго. Эго должно нам служить, оно должно исполнять наши внутренние ощущения,